Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Юля не всегда была белой вороной. Сидя тихонечко за задней партой, она вспоминала, как было раньше. А раньше у них была полная семья. Папа трудился дальнобойщиком. Она помнила, как он всегда привозил подарки после длительных рейсов. Мама старалась к его приезду приготовить побольше вкусного, а она и младший брат весело бегали по дому и занимались уборкой. Юля знала, что сейчас приедет папа и привезет маме цветы, а ей и Мише игрушки или лакомства. А еще, как бы сильно он не уставал, он все равно найдет время, чтобы с ними поиграть. Их семья не была богатой, но и не бедствовали. Мама тоже работала, хоть папа много раз предлагал ей уйти и заниматься домом. Мама трудилась санитаркой в небольшой больнице. Она всегда говорила: «Как я уйду? Ведь надо помогать людям. Моя работа тоже очень важна». Мама всегда учила, что надо относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. И все у них было хорошо. Вот и в тот вечер они ждали папу с рейса. Мама поделилась с Юлей, что папа еще ждет новости о пополнении в их семье. Юля была счастлива и просила сестричку. Но тогда вместо папы приехал полицейский. Уже подъезжая к их поселку, на папину полосу вылетела легковушка, и папа, пытаясь уйти от лобового столкновения, слетел в кювет. Он понимал, что если ничего не предпримет, то люди в легковушке не выживут от столкновения с его большегрузом, но сам не справился с управлением. Может, сказался дождь или усталость от длительной поездки. Андрей не выжил. А в легковушке остались все целы, их задело немного. Там была семья с ребенком. Водителю стало плохо с сердцем, и из-за этого он в дождь выехал на встречную полосу. Полицейский еще много что говорил, но ни Юля, ни мама уже его не слышали. Похороны прошли тихо, хоть пришло и много людей. Андрей всегда всем помогал, чем мог, и проститься с ним пришли около 30 человек. После этого дома все стало по-другому. Мама постоянно тихо плакала ночами, разговаривала с ребеночком у себя в животе и спрашивала, что же делать дальше. Юля все слышала и как-то зашла к маме, положила свою руку на ее живот и сказала: «Мамочка, мы совсем справимся, я буду помогать и с Мишей, и с сестренкой». Им пришлось продать свою квартиру и купить небольшой ветхий домик на окраине поселка. Зато они теперь могли выращивать свои овощи и завести курочек. Как только младшую Лизу взяли в садик, то мама вышла на основную работу, а также подрабатывала уборкой подъездов и квартир, чем занималась во время декрета, пока Юля смотрела за братом и сестричкой. Но денег катастрофически не хватало, и они экономили на чем только могли. Поэтому сейчас Юля не ходила в школу в новых платьях и стала мишенью для насмешек одноклассников. «Юль, ты и замуж пойдешь в этом платье?» – смеялись одноклассники. Но Юля не обращала на них внимания. Раньше она обижалась, не понимала, за что они так с ней, ведь она ко всем относится хорошо. А сейчас просто привыкла сидеть тихо и молчать в ответ на насмешки. Она хорошо училась. У Юли была мечта – хорошо закончить школу, поступить в вуз и помогать маме. Дома она ничего не рассказывала маме, а мама все понимала и без слов, но ничего не могла сделать. Уже 5 лет прошло, как не стало папы. Но мама не знакомилась с мужчинами. Они ей были не нужны. Всю себя она отдавала детям, и те в ответ помогали всем, чем могли. Все лето Юля подрабатывала где только могла, работать восьмиклассница. В этом году Миша пошел в 1 класс, и Юля, зная, какие бывают злые дети, сделала все, чтобы они с мамой смогли купить ему новую одежду и красивый рюкзак. А Юля блузку и юбочку передала соседка, которая привезла немного вещей от своей внучки в городе. Баба Поля всегда помогала, чем могла, видя, как старается выжить вся семья. А дети в ответ на доброту помогали ей на огороде, так как бабушке было уже тяжело многое делать. Вот и сейчас Юля пропускала мимо себя насмешки, думая о том, что это не придется слушать Мише. Она не даст его в обиду. Тут в класс зашла учительница. Анастасия Павловна была справедливым учителем и всегда всех оценивала по знаниям. Она видела, как смеются над Юлей, делала замечания ребятам, но от этого становилось только хуже. Позади Анастасии Павловны стояла девочка. «Знакомьтесь, ребята, это Катя, ваша новая одноклассница. Кать, проходи и садись за вторую парту». Когда Катя шла к своему месту, весь класс обомлел. Она была очень красивая и одета в дорогие брендовые вещи. Все модницы класса сразу поняли, что это не подделки, как одеты на них. Во время перемены все сбежали знакомиться с новенькой. Катя нехотя знакомилась. Она не любила такие заискивающие взгляды. Тут она увидела тихо сидящую на последней парте Юлю. Заметив, куда она смотрит, одноклассники сказали:
«Да не смотри даже туда, это наша нищенка, ботанка!» И громко рассмеялись. Но тут раздался звонок на урок, и все затихли. После уроков Катя подошла к Юле. «Я Катя», – тихо сказала девочка. «Меня зовут Юля». Юля опустила глаза и продолжила. «Не надо ко мне подходить, я не ищу жалости». После этого она встала и пошла домой. Катя так и осталась стоять в недоумении. Нет, она не испытывала жалость к девочке. Ей понравилось то, что Юля не подошла, как все остальные, и не старалась ей понравиться и подружиться. Придя домой, Катя рассказала все бабушке. На что Ольга Викторовна ей ответила: «Если хочешь подружиться с девочкой, то подружишься. Ты у меня умница и никогда не оценивала людей по одежке. А Юле, видимо, приходится с оцениванием сталкиваться часто. Ты найдешь к ней подход, я уверена». Катя обняла бабушку, и они пошли обедать. Катя выросла в обеспеченной семье, но родителей видела редко, они постоянно были в командировках, и в основном ее воспитанием занималась бабушка. И вот в этом году бабушка сказала, что хочет переехать вместе с внучкой обратно в свой поселок. Ольга Викторовна всю свою жизнь проработала в этом поселке учителем. Родители Кати не были против, только сказали, что купят дом, чтобы все могли помещаться, а то куда им приезжать в однокомнатную квартиру Ольги Викторовны. Так и сделали. Прошел месяц. Одноклассники все не теряли надежду подружиться с Катей, но ей они были противны. Она слышала, как они смеются над Юлей, и в такие моменты даже у спокойной Кати чесались кулаки. И вот однажды Юля не пришла в школу. После уроков Катя подошла к учителю, чтобы узнать, почему Юли нет в школе, но та не знала. Зато Катя узнала адрес. Придя домой, Катя сказала бабушке, что переживает за Юлю. Вдруг та заболела и хочет навестить. Ольга Викторовна была не против. Она дала Кате немного денег, чтобы та купила гостинцев, но наказала, чтобы самое обычное, дабы не смутить девочку. Катя купила фруктов, шоколадку и пошла по адресу. Когда она подошла к нужному адресу, то увидела небольшой ветхий домик с покосившимся забором. Калитка была не закрыта, и она зашла. Во дворе все было чисто, аккуратно и много красивых цветов. Она тихонько постучала в дверь. «Кто там?» – послышался мальчишеский голос. «Меня зовут Катя. Я одноклассница Юли. Пришла ее проведать. Ее в школе сегодня не было». Мальчик открыл дверь и, все еще не пуская в дом, оглядывал девочку. «Миш, кто там?» – послышался тихий голос из дома. «Подруга Юли», – ответил мальчик. «Так почему держишь ее на пороге? Заводи домой». Катя прошла в дом. В доме была старая мебель, но было очень чисто и уютно. На диване лежала женщина. Было видно, что она болеет. «Здравствуйте», – сказала тихо Катя. «Юля сегодня в школу не пришла, и я подумала, что она заболела. Я вот ей фруктов принесла». Женщина улыбнулась. «Здравствуй, тезка. Я тетя Катя. Юля не рассказывала мне о тебе». «Ну, мы как бы не совсем подруги», – застеснялась Катя. «Но я очень хотела бы ею стать». «Миш, принеси стул девочке», – сказала женщина. Миша принес табурет и увидел фрукты. Глаза его загорелись. Он ел апельсины только на Новый год. Катя протянула пакет мальчику. Мама одобрительно кивнула, и он побежал с пакетом, крича: «Лиза, смотри, что у меня есть!» «Катенька, Юля не заболела. Заболела я. А так как я одна работаю, то Юля вместо школы пошла на мою работу. Нам нельзя терять заработок. Видишь ведь, как живем. А я отпаиваюсь чаем и лежу. Надеюсь, сегодня отлежусь и уже завтра смогу пойти на работу». И она закашлялась. Катя видела, что тут чай не поможет. Узнав, где Юля, она пошла сначала к себе домой. Рассказав все бабушке, внучка попросила ее купить лекарства для тети Кати. Бабушка, конечно, согласилась, улыбнулась и еще раз убедилась, что хорошо воспитала девочку. Они сходили в аптеку, и Катя пошла уже знакомой дорогой. Она передала Мише пакет с лекарствами прямо на пороге, боясь, что тетя Катя откажется от помощи, если она будет отдавать сама. А потом быстро пошла в больницу, ведь там сейчас была Юля. Катя шла и думала, что же она скажет, как объяснить, зачем пришла. Но она сама даже не знала ответов на эти вопросы. Когда она зашла в больницу, ей показали, где Юля. Катя увидела, как хрупкая девочка таскает ведро и старательно моет то стены, то пол. Она подошла к ней поближе и сказала: «Привет, Юль, а давай я тебе помогу?» Юля была очень удивлена. Как поможет? Ведь она в такой хорошей чистой одежде, а тут надо мыть стены и пол. Но пока Юля думала, Катя уже схватила тряпку и принялась за работу.
Так весь остаток дня девочки трудились вместе, практически не разговаривая. На следующий день Катя тоже пришла, только уже с утра, ведь были выходные, и в школу идти не надо. Юля встретила ее с улыбкой. «Мама просила передать тебе большое спасибо за лекарство. Ей уже становится легче. Я подработаю и отдам тебе деньги». Катя возмутилась. «Не надо мне денег. Люди должны помогать друг другу. Ведь надо относиться к другим так же, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Юля улыбнулась. Ведь эту фразу она часто слышала от мамы и сама старалась придерживаться такой позиции в жизни. Все выходные девчонки трудились вместе. Катя узнала историю семьи Юли, и что-то в этой истории ей показалось знакомым, но она никак не могла понять, что. Зато после этих 2 дней девочка точно решила, что хочет быть врачом и помогать людям. Она рассказала об этом Юле, и та сказала, что это и ее мечта. Они договорились, что в школе будут вести себя так же, как и раньше, чтобы не было нападок от одноклассников, а после школы встречаться. В понедельник учительница сказала, что в пятницу в школе будет осенний бал, и надо прийти нарядными. Все возмущались. «Какой бал? Мы уже большие, и очень давно такое в школе не проводилось». Но учительница строго посмотрела на всех и сказала, что явка обязательна. Одноклассники смотрели на Юлю и спрашивали с издевкой. «Опять свое платье оденешь, в котором замуж пойдешь?» Юля опустила глаза и промолчала. После школы Катя спросила, есть ли платье у Юли, и та кивнула. Наступил вечер пятницы. Юля пришла самой первой, чтобы сесть где-нибудь вдали и быть незаметной. Они с мамой подлатали ее платье и нашили кленовые листья, вырезанные из старых вещей. Но одноклассники все равно заметили Юлю и не удержались от насмешек. В разгар этого действия вошла Катя. Она была в очень красивом платье. Оно было разных цветов, которые плавно переходили из одного тона в другой. Девчонки из класса тут же вспомнили, что видели такое платье в модном журнале. Все тут же побежали к Кате. Всем хотелось рассмотреть платье поближе и потрогать ткань. Но Катя прошла мимо них и подошла к Юле. «Вставай!» – грозно сказала Катя. «Нам надо выйти и поговорить». И они пошли в уборную. Все одноклассники замерли на месте. Они боялись пойти следом. Они не боялись за Юлю, что крутая девчонка что-то с ней сделает, но просто пребывали в состоянии шока. Когда девочки зашли в уборную, Юля недоуменно посмотрела на Катю, на что Катя сказала: «Снимай платье». «Кать, ты что? Я думала, ты...» Катя не дала ей закончить фразу. «Снимай», — сказала, — «будем меняться. У нас с тобой один размер». Юля покорно сняла свое старенькое платье и одела новое. Она посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась. Все-таки иногда одежда красит человека. А Катя рассматривала пришитые листочки на платье и тоже улыбалась. Когда девочки зашли в актовый зал школы, то никто не мог сказать и слова. Зато Катя могла. «Ну так, кто хочет посмеяться над моим платьем?» Звонко и с издевкой спросила она. Но в ответ была тишина. Только учительница, увидев все это, подошла к Кате и сказала: «Я так рада, что ты перевелась в наш класс. Спасибо, Катенька». Когда закончился бал, Юля хотела повести Катю обратно в уборную, но та отказалась. «Юль, а давай навсегда поменяемся. Мне так нравятся эти листочки. Тебя не будет ругать мама?» «Не будет», — ответила Юля. И громко смеясь, девчонки вышли из школы. Когда Юля пришла домой, то ее сестренка аж взвизгнула. «Мама, мама, смотри, какая Юля красавица! Юль, а потом это платье станет мое?» «Конечно, станет», — улыбнулась Юля. Тетя Катя выслушала все и одобрительно посмотрела и сказала: «Вот так поступают настоящие друзья. Цени таких людей у себя в жизни, доченька». А Катю дома встретила бабушка. Увидев наряд, она улыбнулась. «Эх, а мы с тобой не додумались листочки нашить. А тут вон какая красота!» Она посадила внучку рядом. «Кать, мне нужно кое-что тебе рассказать. Я разговаривала сегодня с твоими родителями. Я раньше этого не знала. Мне не рассказывали, не хотели тревожить. Помнишь, как погиб отец Юли?» Катя непонимающе кивнула. «Так вот, он спас твоих родителей и тебя. Говорить это или нет Юле, решай сама, но ты должна знать». «Не буду пока говорить, бабуль. Вот потом придет время и расскажу. Но теперь я еще больше ценю нашу с ней дружбу». В понедельник, придя в школу, Катя пересела к Юле. Учительница не была против, а одноклассники больше не смели смеяться и издеваться над девчонкой. А девочки усердно занимались, ведь впереди их ждал медицинский вуз.
А это уже совсем другая история. Друзья, как вы думаете, правильно ли поступила Катя, поменявшись платьями? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До свидания.